Итак, где же мы оказались? Прекрасная погода, голубое небо, белые облака. Почему нигде нет надписи штата? Здесь находятся разные озера, да, это озеро. О, смотрите, какая архитектура. Ну это легко. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я решил показать вам мои навыки в географии. Дело в том, что я буду использовать программу, которая называется GeoGuessr. Если вы не знакомы, это такая игра, где люди пытаются угадать на карте, где они находятся. В этом видео я буду говорить медленно, буду обсуждать то, что я вижу, поэтому это очень легко понимать. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, где же мы оказались? Ну, во-первых, я вижу, что мы где-то среди... Это не джунгли, это плантации. Здесь есть пальмы. Да, я думаю, что где-то в Азии. Но, да, здесь есть рисовые поля. Наверняка где-то недалеко от экватора. Что это здесь растет? Я не знаю, что это такое. Смотрим дальше. Так, здесь пока нет никаких деревушек. Ага, много кактусов. Да, трудно понять, где же мы оказались. Но мне правда кажется, это где-то в Азии. Ага, мы видим первые строения. Здравствуй, собака. Так, здесь есть какая-то надпись, но пока я не хочу смотреть. Я хочу посмотреть на эту деревушку. Так, мне кажется, здесь люди берут воду, да. Есть машина. Так, дорога дальше. Почему-то дорога не идет. А нет, идет. Все нормально. Что же это такое? Это школа? Не знаю, непонятно. Так, ага, видим женщин. Судя по одежде, это где-то в Индии или, может быть, на Шри-Ланке. Я думаю, что единственный способ проверить, это надо смотреть на их язык. На каком языке они пишут. Ну вот, смотрите. Я знаю этот язык. Я думаю, что это тамильский. Я думаю, что это где-то на юге Индии. Да. Так, ну давайте смотреть. Индия, юг. Я думаю, это где-то в Тамил-Наду. Давайте смотреть. Вау, ничего себе, 100 километров. Вау. Вы видите, я получил почти 5000 очков, потому что я был очень близко от этого места. Почему я это знаю? Потому что я жил в Тамил-Наду примерно 10 лет назад. Я жил там полгода. Да, и я жил в городе Пондичерри, поэтому я очень люблю тамильский язык, и для меня это очень близкая культура. Ну что ж, смотрим дальше. Давайте. Сейчас мы оказались в центре города. Прекрасная погода, голубое небо, белые облака. И мне кажется, что где-то мы в западном мире, так сказать. Это может быть Европа, а может быть и, как сказать, может быть и Америка, да? Но судя по зданию, похоже, что здание очень старое. Так, смотрим надписи. Ага, написано по-испански. Значит, либо это Испания, а может быть это не Испания, может быть это Америка. Потому что в Америке живут много людей, кто говорит по-испански. Так, ого, смотрите, цены здесь очень непонятные. Валюта, да, 339. Это точно не Америка. Не может быть так дорого стоить, мне кажется, как сказать, не может так дорого стоить бензин, да? Здесь принимают биткоин. Эль-Сальвадор? Да, вроде бы нет.
Но много надписей по-английски. Ага, так и думал. Все-таки это не испаноговорящая страна, просто там была... вот, видите, здесь написано по-английски, так что мы где-то, я думаю, в Америке, мне кажется. Теперь нужно понять, где мы, да? Мы видим здесь старые дома, то есть я думаю, что это где-то восточное побережье, не западное. Нужно понять только, какой это штат. Так, здесь люди что-то чинят. Да. Так, ну надо смотреть на вывески. Много машин. Так, давайте еще раз посмотрим на вывески. Я думаю, где-нибудь мы найдем с вами надпись, какой это штат. По крайней мере, во Вьетнаме люди всегда пишут название штата. Но если много испаноговорящих, может быть, это где-нибудь типа Техас? Не знаю, но здания старые. Мне кажется, это восточное побережье. Может быть, где-то недалеко от Нью-Йорка. Хотя я могу ошибаться. Смотрите, какое необычное здание. Точно не Калифорния. Я могу это вам точно сказать, потому что слишком, мне кажется, холодный климат здесь. Блин, где же мы находимся? Надо быстрее смотреть и пытаться угадать. Так, есть машины. О, женщине не холодно. Она одета в платье. Так, много машин, да, но домики очень маленькие. Я думаю, что это где-то... Так, где-то... возможно, это... Ага, китайский ресторан есть еще. Блин, ну где же это? Ну скажите нам где-нибудь надпись здесь, какой это штат. Почему нигде нет надписи штата? Есть написано название улиц, да, но нет названия штата. Мне кажется, это где-то недалеко от Нью-Йорка. Это похоже на Нью-Йорк? Да, это Нью-Йорк! Точно! Смотрите, это нью-йоркское метро, 100%. Окей, поехали. Нью-Йорк. Вот здесь Нью-Йорк. Давайте выберем... Ну, давайте Бруклин. Вау! Ху-ху! 22 километра! Смотрите, я угадал. Где это оказалось? Это был Манхэттен на самом деле. Это был не Бруклин, да? Это где-то было в этом районе. Ну вот, я подумал, что это где-то Бруклин. Ура! Смотрим дальше. Так. Так, мы сейчас оказались где-то среди леса. Здесь елки или сосны, то есть это где-то точно на севере. Ага, это смотровая площадка. Смотрите, как красиво. Здесь находятся разные озера, да, это озеро, много леса. В общем, мы примерно посреди леса. Погода довольно дождливая, так что я думаю, довольно северный климат. Если мы будем смотреть на... Все, это очень легко. Ну, в общем, я думаю, это точно Канада, потому что здесь написано по-английски и по-французски, а это может быть только в Канаде. Осталось понять только, где в Канаде. Да, мы можем отсюда выйти из этой штучки? Ага, мы находимся на тропинке. Какая маленькая тропинка, какой красивый лес. Я сейчас гуляю примерно по такому же лесу у себя здесь, во Вьетнаме. Так, нам нужно выйти с этой тропинки на главную дорогу. Боже мой, куда идти? Я чувствую, что мы потерялись. Так, мы ходим по кругу? Нет, я думаю, здесь такой густой лес. Густой лес, значит, очень много деревьев. Так, где мы находимся? Куда мы идем? Блин, ну, и честно говоря, я думаю, мы отсюда не выйдем. Поэтому давайте скажем Канада где-нибудь на севере. Давайте скажем Альберта. Или, нет, Британская Колумбия. Где-нибудь здесь. Смотрите-ка. Я был не так уж и далеко. Ну, далековато, конечно, но это где-то вот недалеко от Ванкувера. Прекрасно. Ну видите, вот они, эти острова. Да, блин, тут же была вода. Почему я выбрал здесь? Надо было выбрать здесь где-нибудь.
Да, ну вот, надо, наверное, или здесь, да, не подумал об этом. Но ничего, в следующий раз попробуем. Так, идем дальше. Мгм. Так, где же мы оказались? Какой красивый домик, сделан из дерева. Довольно такая современная архитектура. Я бы сказал, довольно холодный климат, либо это зима сейчас. Опять же, вижу деревья, где-то мы находимся на севере. Да. Так, смотрим. Смотрите, какая архитектура. Ну это легко. Я знаю, в какой стране мы находимся. Эти домики, если вы очень любите смотреть фильмы определенного характера, вы точно знаете, в какой стране мы находимся. Но мы пока еще погуляем, посмотрим. Я пока вам не буду говорить. Смотрите, машинки очень маленькие. Здесь немного холодно, да, и довольно все чисто. Да. Вот. Давайте посмотрим на надпись здесь. Что здесь написано? Ага. Ну вот, тут все очень просто. Мы видим надпись на японском. То есть мы в Японии. Я думаю, где-то на севере Японии. Ну да, сложно понять, где именно. Ну, я скажу где-то на севере Японии или в горах в Японии. Но я не вижу воду, так что я скажу где-нибудь вот здесь, скажем так. Немного далековато. Все-таки это был юг Японии. Ну, в целом неплохо. Мы все равно попали в страну, потому что я думал, там холодный климат. Я думал, что это где-то север, холодно. Так, и вот у нас последний раунд. Давайте смотреть. Где же мы оказались? Что здесь, на каком языке написано? Непонятно. Ага, здесь вода. Мы находимся посреди дороги. Здесь нет ничего, голубое небо, значит, это не Голландия. Так, давайте пойдем поближе к городу, посмотрим, что там найдем. Полиция. Так, ага. Это, интересно, какой это флаг? Похоже на какой-то, непонятно. Это где-то находится в Сербии, что ли? Так, полиция, интересно. Так, смотрим дальше. Но здесь много воды, да? Это озеро, да, это не море, это озеро. Так, ага. Вот здесь надпись «Лагуна». Непонятно. Смотрим дальше. Где это? Оп. Так, атенсион. Похоже на как будто бы испанский. Но, может быть, это и какая-нибудь Португалия тоже. Я плохо разбираюсь в этих языках. Так, стоп. Посадас. Я думаю, что мы находимся в испаноговорящей стране. Может ли это быть Аргентина? Потому что здесь довольно, опять же, выглядит как холодно, но мне кажется, тут есть пальмы. Нет? Плохо видно. Я думаю, это точно не Испания, не похоже на испанский климат. Но как же нам выйти с этой дороги? Давайте нам куда-нибудь к городу. Мы хотим посмотреть, как выглядят люди. Ага, человечек на велосипеде. Так, а вот там какие-то надписи. Что здесь написано? Так, лазер. Ну, в общем, я думаю, что мы находимся в испаноговорящей стране. Так, мне кажется, пропустили знак. А что там было написано на знаке? Ага. Ну, в общем, да, точно испаноговорящая страна. Только где? Так, давайте сейчас быстренько промотаем. Так, ну вот, мы оказались сейчас уже ближе к домам. Я думаю, будет интереснее смотреть. Дома очень простые. Мне кажется, это Латинская Америка. Извиняюсь. Да, ну потому что очень многие развивающиеся страны находятся в Латинской Америке. Если только, конечно, я не путаю это с португальским языком. Да, и потому что здесь так много места,
Мне кажется, это где-то находится, ну, либо Бразилия, либо какая-то Аргентина. Хотя, может быть, и Чили. Трудно. Так, что тут у нас продают? Что это такое там? Непонятно, секундочку. Это что это? Непонятно здесь написано. Пойдемте посмотрим, что тут у людей есть. Да, дома маленькие, как я сказал. Туда мы ехать не можем. Так, ну ладно, смотрим дальше. Так, смотрим на деревья. Есть пальма. Так, если есть пальма, значит, что это не Аргентина. По крайней мере, точно не юг. Даже есть бамбук. Где-то мы близко к экватору, мне кажется. Судя по всему, здесь люди стригут волосы, но не очень близко. Нет, не очень близко к экватору. Я думаю, что это где-то вот... И потому что здесь так много места... Окей, я скажу так, друзья. Я думаю, что это где-нибудь вот здесь находится, в Аргентине, но я могу ошибаться. Где-нибудь вот в северной части Аргентины или Чили. Ну, потому что большая страна. Давайте попробуем. Окей, неплохо, неплохо. Это действительно оказалась Аргентина или нет? Это Аргентина? Да, это была Аргентина. Вот. Но, как сказать, я был немного подальше. Но я знал, что это северная Аргентина, потому что на Южной Аргентине было бы намного холоднее. Ну и потому что так много места, да, я подумал, что большая страна. Поэтому так вот. Ну, такие дела. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Скажите мне, а сколько стран вы угадали и насколько быстро вы смогли это сделать? Пишите ваши ответы в комментариях. Если вы хотите видеть такое же видео еще раз, я сделаю его в следующем месяце. Отдельное спасибо хочу сказать всем моим патронам на Патреоне. Если бы вы не помогали мне, я бы не мог делать эту работу. Если вы также хотите поддержать мой проект, переходите по ссылке вот сюда или вот сюда, там где-то будет. И также отдельное спасибо моим супер патронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, а также Лиз, Холли, Брюсли, Андрея и Майкл. Спасибо вам, друзья. До скорого и пока-пока!